Молодец. Сейчас время года весна. А мы сейчас с вами сделаем вдох и вдохнем аромат этого свежего весеннего воздуха. Плечики не поднимаем, щечки не раздуваем. Приготовились? Что-то грустное весело. Сейчас пузырь надуем. Вдох. Пузырь. Вот такой. Повторяем за мной. Еще раз. У меня красный пузырь. Предлагаю вам присесть на свои места. Где вам больше нравится, ребята, туда и садитесь. Таня, да. Что, стульев нет? Садись, Машенька, сюда. Сейчас я стульчики принесу. Давай, неси. Слушайте, слышите, да, как в школе. Ач, 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 прилетел к нам грач. Грачи, ребята, это птицы, которые прилетают самыми первыми. Они вестники весны. Их называют вестниками весны, потому что они первые всем сообщают о том, что пришла весна. А затем прилетит и скворец, правильно. Затем прилетает скворец, а затем за скворцами прилетает ласточка, правильно. И еще потом прилетает курица. Вы согласны, что курица прилетит к нам? А курица умеет летать? Нет. Значит, курица прилетит или не прилетит? Нет. Ну, конечно, не прилетит. А, ребята, а вы думаете, что только одни перелетные птицы радуются весне? Нет. Курица тоже радуется весне, и от такого счастья она снесла яичко. Да не одно, а много. А из яичка вылупятся у нее цыплятки. И первым вылупился вот такой цыпленок. Да, цыпленок, он вылупился. Да как запищит. Хочу все знать. Ну, мама курочка, конечно, мама курица очень рада, что у нее такой любознательный цыпленок. И она ему говорит: посмотри в небо. Весне конец. Летит скворец. Смышленый цыпленок тут же повторил за ней: весне конец. Летит скворец. Какой звук он пропустил? Подождите, нет, не надо кричать. Давайте нам сейчас расскажет Стасик. Стасик, какой звук пропустил цыпленок цып? Цыпленок пропустил звук? Правильно. Ну, у нас предстоит такая задача — научить цыпленка правильно говорить звук «ц», чтобы он больше его никогда не пропускал. Вы готовы? Да. Тогда давайте мы расскажем цыпленку цыпу, какой это звук. Глеб, какой это звук? Гласный или согласный? Согласный. Почему? Как будто зубки делают придуванки. Машенька, этот звук глухой или звонкий? Глухой. Глухой. Почему? Потому что голосочек не работает. Правильно. Не работает, да? Потому что ты же умеешь правильно говорить звук «р». Контролируй себя. Молодцы. Есения, ну и какой он? Твердый или мягкий? Твердый. Твердый. И он всегда во всех словах Слышится твердо. Ну, Даня, а каким цветом мы тогда его будем обозначать? Синий. Синий, абсолютно верно. Теперь цыпленок знает намного больше. Ведь он недавно появился на этот цвет, да? А давайте сейчас мы цыпленку покажем букву, в которой живет этот звук. Покажем. Ну тогда встаем тихонечко, все встаем. И пойдем принесем эту букву сюда. Видно вам? Всем видно? Теперь цыпленок знает.
Что это? Буква Ц. Ой, ребята, посмотрите, их две. Большая и маленькая. Стасик, присаживайся, пожалуйста. Рома, а для чего нам нужна большая буква? Большая буква нам нужна, да, для того, чтобы писать имена людей. Вспоминаем, да? Клички, названия рек, стран, да? Еще городов. И первое слово предложений. Ой, цыпленок Цып теперь знает и звук, и букву. Но этого недостаточно. Давайте мы его еще научим правильно говорить. Готовы? Да. Сейчас на экране появится наш любознательный, любопытный цыпленок Цып. Мы внимательно послушаем его и постараемся с ним поиграть. Нужно будет к словам добавить слог «цы». Готовы? Вместе можно, ребятки. Задание слушаем. Он будет говорить слова, но не полностью. А вы добавляйте к словам слог «цы». Ого. «Цы» добавляем. Спер, сквор, тен, ти, молот, Кто молодцы? Вы молодцы. Кто молодцы? Мы молодцы. Молодцы. Включите, как он так Мы еще поиграем с вами обязательно. А сейчас, ребятки, наш Цып уже умеет говорить и звук правильно. Да? Давайте мы тогда его научим зашифровывать слова. Давайте? Научим? Тогда давайте мы выложим его кличку. Сначала сделаем звуковой анализ, зашифруем слово, а потом выложим из букв разрезной азбуки. Давайте вы мне сначала расскажите, как мы обозначим, что это слово, и что это не просто слово, а имя. Кто расскажет? Глеб. Как мы обозначим, что это слово-то, что это кличка? Зеленый полосок. Полосочка должна быть с уголочком, да? Покажем, что это кличка с большой буквой. Обозначаем, ребятки. У кого не получается, я подойду и помогу вам. Абсолютно верно. Ром. Это кличка с большой буквы. Вот, молодцы, мальчишки. Машенька, вот, это кличка с большой. Ага. Все, я вижу, что вы справились. Поиграем в школу. Я вижу, что вы справились. Поиграем в школу. А сейчас нам Есения выделит и назовет гласный звук в этой кличке. Цы. Гласный звук. Звук. Как ц или ы. Если один гласный звук в кличке Цып, то сколько слогов, ребята? Глеб? Если один. Как мы договорились слоги обозначать? Расскажем Цып. Обозначим, что в кличке Цып, да, один слог. Обозначили. Я иду, если что, вам помогу, если вы не справитесь. Рома, ты что спишь-то? Давай обозначай, что один гласный, один слог. Обозначай коричневая полосочка. Абсолютно верно, молодец. Молодцы. Теперь приготовили пальчики. Посчитаем, сколько звуков в этой кличке. Посчитаем? Считаем. Ром, сколько звуков? В слове, в кличке Цып 3 звука. Абсолютно верно. Давайте обозначим и назовем каждый звук. Да. Называем первый звук. Глеб. Ро. Ты. Молодцы. Молодец. Хорошо, молодцы. Ром.
Выделяй первый звук в кличке. Цып. Каким цветом мы обозначим? Цып хочет знать. Синий. Обозначим синим, потому что звук Твердый. твердый. Обозначаем, ребята. Я смотрю, мне отсюда все видно. Кто быстро справляется, девочки, что Я вы быстро смотрите? справлюсь. Следующий звук у нас выделит Данил. А потом- Второй звук, выделяй слово. Каким цветом обозначим? Каким цветом обозначим? Ну, пою, преграды нет. Рон сказал красным. Ну, Я бы красным. сказала, Ну, да. давайте каждый за себя будет отвечать. Мгм. Обозначаем красным. Сеня. Мне сложно. Подождите, девочки. Обозначаем синим. Вы еще не проснулись, наверное. Второй звук А. Ой, Ц, И. Обозначаем красный. Молодцы, мальчики. У меня нет красного, только синий. Ты уже обозначил. Подождем девочек сзади. И последний звук и слово выделит Есения. Цып. Каким цветом обозначим? Синий. Синим обозначаем. Вот, молодцы. Машенька, Машенька, сколько гласных звуков в слове цып? Один. Пропой его, он же гласный. Глеб, сколько согласных твердых звуков в слове? Два. Назови первый, который в начале. Назови последний, который в конце. А вот сейчас, девочки, выкладываем эту кличку из букв разрезной азбуки. А первая буква какая должна быть? Большая. Почему, Стасик? Почему первая большая должна быть? Потому что это что? Ну, слово, оно же кличка, да? Потому что это кличка. Давай дальше следующее делаем. Я смотрю, справляетесь вы или нет. Кто не справляется, тому я подойду и помогу. Следующая буква. Воротики. Машенька, кто все, играем в школу. Ручки красиво положи. Я вижу, что вы все справились. Цып у нас может теперь не только правильно говорить звук «ц», он теперь может выкладывать его даже из букв разрезной азбуки слова. Сейчас мы убираем буквы. Буквы убираем на место. Молодец. Убрали? Рома, тебя ждем. Все. Не торопимся, Стасик. Убираем полосочку, которую мы обозначаем слова. Рома, поспешишь, людей слышишь? Да, слова. Убираем. А что это вы все убрали? Я говорила убрать и полосочку, которую мы обозначаем слоги. Вы забыли, что ли? Поспешишь, людей насмешишь. Слушаем четко инструкцию. А сейчас убираем полосочку, которую мы обозначаем слоги. Зачем торопиться? Все успеем. И убираем звуковую схему. И квадратики тоже. Все на место убираем, ребята. Ой, ну я вижу, что вы устали чуть-чуть. Устали? Нет. Нет? А я вот. Положили рядом с собой все и больше не трогаем. Она больше нам не пригодится. Пригодится она в другой раз. Красиво сели, поиграем в школу. Молодцы. Дело в том, что, ребята, цып очень-очень сильно восхищается. Он не умеет летать, но он не огорчается. Он рад только тому, ребята, что он есть на этом свете. Он же не умеет летать, и он никогда не научится летать. Но он не расстраивается. Не расстраивается. Он очень восхищается полетом. Рома, полетом. Кого? Полетом скворца. Он очень восхищается полетом, Даня. Полетом ласточки. Есения, он очень восхищается полетом. Ты, Есения. Каждый отвечает за себя, ребята.
Я же Есению спросила, кто-то невнимательный. Давайте мы покажем ему, как мы умеем летать. Мы уже умеем летать? А он с нами поиграет? Готовы? Упражнение «Птицы-пальчики». Послушайте задание. Представьте, что ваши пальцы – это птицы. Взмахнули и полетели. Птицы-пальчики летят то вперед, то назад. Что за птицы, назови? Вверх взлетели высоко, полетели далеко, вот уже над головой. Птицы возвращались, плавно опускались, прилетели, сели, просто поклевали, пальцы отдыхают. Птицы-пальчики летят то вперед, то назад. Что за птицы, назови? Вверх взлетели высоко, полетели далеко, вот уже над головой. Птицы возвращались, плавно опускались, прилетели, сели, просто поклевали, пальцы отдыхают. Молодцы. Вот такие вот ребята птицы-пальчики. Вам нравится? Ребята, а цыпу-то как понравилось. Он теперь нисколечки не огорчится, что не умеет летать. Ребята, а вы знаете, что пока мы с вами играли, у цыпленка Цыпа вылупились братья-цыплятки. А вот как их зовут, написано на скорлупке. Вы готовы прочитать? Тогда я вам даю. Выходим со своим цыпленком. Если у кого-то не получится, я вам помогу. Готовы? Данечка, ну пойдем, ладно, ты. Давай, попробуем вместе, давай. Ребятки, подождите. Давай, попробуем. Ну, как зовут цыпленка? Молодец, давай. Сюда, братику, цыпленку. Нет, давай туда сюда. А почему, смотри, обратил внимание, что первая буква большая, да? Потому что это кличка, садись. Ромик, ждем тебя. У кого не получается, ребятки, не переживайте, я вам помогу. Подружи. Как зовут его? Давай его сюда. Вот он какой. Есения, пойдем. Еще раз. Подружи. Как зовут твоего цыпленка? Давай сюда, братик. Ой, тоже нету, что ли, сил? Наталья Антоновна забыла невнимательно. Пойдем, Машенька. Молодец. Пойдем, Глеб. Иди давай. Как зовут его? Подожди. Давай еще раз. Молодец. И у нас остался Стасик. Как же зовут твоего цыпленка?
Чтобы буквы прочитать, на них нужно внимательно посмотреть. Давай. Молодец. Как зовут твоего цыпленка? Молодцы. Сколько братиков у нашего цыпленка Цыпа? Как здорово, да? Да. Ребята, я вижу, что вы читали, ваши глазоньки устали. Мы сейчас отдохнем и опять играть начнем. Готовы? А помните, как цып танцевал? Я просто хочу вам показать, цыпленок Цып вам хочет подарить кусочек неба, на котором летает ласточка. Вы глазками следите за этой ласточкой, куда она полетит, туда и ваши глазки. Приготовились? Это упражнение называется. Это упражнение. И ласточки издают вот такие прекрасные звуки. Послушайте, какие. Слушай, и следи глазками за ласточкой. Ну, ребятки, а сейчас я вас приглашаю на полянку. Пойдемте. Мы научили цыпленка Цыпа говорить звук Ц. Давайте напомним ему, какой это звук. Гласный или согласный? Вместе. Глухой или звонкий? И всегда. Ребята, я желаю вам быть всегда такими же любознательными, любопытными, как наш цыпленок Цып. Вам понравилось играть? Да. Тогда один за всех и все. За одного. Вам большое спасибо. Пойдемте, я вас отведу.